Согните пальцы и положите ручку в слот 1-2 на верхние фаланги пальцев так, как показано на видео, чтобы основная часть ручки смотрела вниз. Нам нужно сделать Neosonic, но не простой, а модифицированный. Надавите указательным пальцем на верхнюю часть ручки, чтобы она перекинулась через палец. И в конце поймайте ручку в слот T1. Затем научитесь делать этот же Neosonic в слоте 2-3. Когда научились делать это движение в слоте 1-2 и 2-3, совмещаем в одно движение. Для этого сделайте этот Neosonic в слоте 2-3. Когда ручка начнет перекидываться через средний палец и будет над ним, надавите указательным пальцем на верхнюю часть ручки, и она также перекинется через указательный палец. В конце поймайте ручку в слот T1. Далее делаем Neosonic в слоте 3-4, но сделать это будет не так просто, нежели в других слотах. Все из-за того, что мизинец и безымянный палец менее развиты, чем остальные пальцы. Так что рекомендую сделать разминку и растяжку пальцев перед изучением. Видео об этом есть на нашем канале. А также уделить предельное внимание на изучение данного этапа. Итак, положите ручку в слот 3-4. Желательно как можно ближе к кончикам пальцев. Так будет проще сделать. Затем надавите безымянным пальцем на верхнюю часть ручки. После этого она должна перекинуться через указательный палец. После того, как научились выполнять это движение в слоте 3-4, соединяем со слотом 2-3. Надавите на верхнюю часть ручки безымянным пальцем. Когда ручка будет над безымянным пальцем, надавите средним пальцем на верхнюю часть ручки, после чего она также перекинется через средний палец. И в конце делаем Mirrored Power Pass. Надавите на верхнюю часть ручки безымянным пальцем. Когда ручка будет над безымянным пальцем, надавите средним пальцем на верхнюю часть ручки, после чего она также перекинется через средний палец. После чего надавите указательным пальцем на верхнюю часть ручки и в конце поймайте ручку в слот T1. Трюк готов. Важно понять, что во время выполнения трюка ручка не зажимается между пальцев, а направляется с помощью пальцев и как будто плывет по ним. Вот неправильное выполнение трюка, а вот правильное. Желаю удачи и терпения в изучении данного трюка. На этом видео подходит к концу. Пишите в комментариях, какие видео вы бы хотели увидеть на канале, и я обязательно сделаю. До встречи в следующем видео.